Отличный кадр из нашего следующего видео. Сосны, море. Вы наверняка слышали фразу «Хаммеров седого Урала». А если нет, то обязательно услышите. Мы с Алиной с Урала, а на Урале растут лучшие корабельные сосны. Этот поход навеял на нас мысли о пройденном пути и людях, которые повлияли на него. Предлагаю и вам взглянуть на него. В юношестве у нас с другом была традиция купаться на 9 мая. Но со временем эта традиция переросла в сплавы на майские праздники. В некоторых местах еще лежит снег, и природа только просыпается от зимней спячки. В прошлых сериях мы использовали надувные сапы для передвижения по воде. Мы привезли сюда их из России. Они вместе с нами проделали путь через Стамбул и Ташкент, от Урала до Фетхия. Мы принимали участие в организации корпоративов от 10 до 600 человек. Работая на таких масштабных проектах, мы учились у профессиональных туристов, организации лагерей, подбору оборудования и другим нюансам. Мы с теплом вспоминаем организаторов корпоративов. Это открытые люди, которые многое повидали за свою жизнь. Они с радостью делились своим опытом с нами, а мы его жадно впитывали. Параллельно мы развивали направление сдачи САПов в прокат. Мне кажется, шеринг САПов очень повлиял на всю культуру этого спорта. Мы с Алиной гордились, что стояли у истоков этого течения в России. Снимали рекламу для производителей досок. Ездили в САП-кэмпы. Вот так, подобно строительству дома, мы начали шаг за шагом наш осознанный туристический лайфстайл. Даже во время пандемии мы изолированно снимали туториалы для наших партнеров. Самое время устанавливать плавник. Лед-то хороший, смотри-ка. Но кто начинает строительство с крыши? Кстати, в большинстве стран с жарким климатом крыши выглядят схожи. Красная глиняная черепица. Дело не в строгом законодательстве, хоть это и формирует общий стиль города. Глиняная черепица не нагревается, а добавление красок нецелесообразно, так как со временем она все равно выгорит. Фундаментом для этого adventure лайфстайла для меня стала моя семья. Я с детства ходил в походы с родителями, но походы заканчивались, а эмоции от них было не передать словами. Так я понял, что видеоконтент — это важный инструмент, который я должен был освоить. Okay, no big deal. She got a build fast. Cement drawing. Напомню, это было классное и относительно либеральное время в России в прошлом десятилетии, когда iPhone привозили jailbreak из Америки, а камеры только перестали снимать на кассеты. В это самое время я и стал залипать за лайфстайл-видео различных инфлюенсеров, как Александр Тихомиров или Джей Альварес. Но эти ребята уже где-то взяли свой стартовый капитал и вовсю создавали контент, на который я пускал слюни, сидя за партой. Я хочу сказать, что все у нас хорошо, ребята. Классно. Да? Когда-нибудь в этой же степени. I think he's almost done. Yeah, he's done. Но однажды я вышел из своего информационного пузыря, и лед сразу тронулся. Барабанная дробь. Оказалось, что всю жизнь у меня рядом был бизнес-ангел. Саппорт, мотивацию, инвестиции я получил от моего брата. Первая партия САПов была куплена им. Да и вообще, с ним связан мой рост как личности. Так что, может, не будем зацикливаться на надувных матрасах, если есть истории поинтереснее. Morty, you
you gotta come on. You gotta come with What, me. Rick? What's going I on? got a surprise for you, It's the middle Morty. of the night. What are you talking Come on, about? I got a surprise for you. Come on, hurry up. Gotta get, Ow, gotta go. ow, Gotta get out ow, of here. you're tugging Come me on, too I got a hard. surprise for you, Morty. Так, этого красавчика зовут Николай. Он умный, сильный и харизматичный. И, конечно, это был мой кумир всего детства. После того, как я немного окреп, он стал увлекать меня за собой, чему я, конечно, сопротивлялся. Мне понадобилось много времени, чтобы понять его и чего он от меня хочет. Но Николай терпеливо ждал, и с годами наши отношения стали приобретать конструктивное направление. Его манил бизнес, а меня движуха, которую он создавал. Стартапы, интернет-магазины, он брался за все, а я ему по возможности ассистировал. Здравствуйте, меня зовут Николай Шульга. Я являюсь автором идеи портала iAdventure и школы семейного бизнеса. Я вам предлагаю задуматься над созданием вашего собственного семейного дела. Вы знаете, что по статистике семейные предприятия эффективнее стандартных на 80%. Стоит забывать про правило 3 Friends, Family and Fools. Вместе с вами выберем подходящую вам идею. Может быть, это будет что-то новое, инновационное. Может быть, что-то хорошо забытое, старое, но весьма проверено. Через 5 минут у меня на совещании. После этих разработок остался опыт, а сами домены и идеи благополучно затерлись временем. И нахер это уныние и тревогу. Вставь хуй туда. Когда Николай взялся за реальный оффлайн проект, я был воодушевлен не меньше его. Но сначала была стройка. Школьные летние каникулы были возможностью пожить взрослой жизнью. Я трансформировался в человека без возраста и пытался заработать денег. Это Гриша, наш бригадир. Что я научился? Это Вадим. Одно лето клал стены в новостройке. И главная звезда. Слава! Меня снимать нельзя. Почему? Потому что запрещено законом Это Слава. Нет, это не Слава. Вот идеальная кладка, это я делаю. Вот возьми уровень сейчас и проверь. Мишка, вот она идет и хлоп, дай ее. Все. А на следующее лето Николай взял меня с собой строить московский офис продаж. А еще подарил очень крутую камеру. Там мы гоняли на фестивали и концерты. Я учился снимать репортажи и, конечно, мы работали. Я из кожи вон лез, чтобы оправдать приобретение этой дорогой камеры. Так мы подошли к культовому кастомному Уралу. Бобер — это мотоцикл на одного пассажира с минимальным количеством удобств и навесного оборудования. Что-то из этой серии. Николай купил Урал и решил переделать его во что-то крутое. На тот момент пришла идея сделать Бобер. Родными остались колеса, частично двигатель и частично рама.
Все, нормально, да? Да. В начале конструирования хотелось минимализма. Картинки. Ну да, как я рисовал. Хардтейл, минимум обвеса. Ну да, где-то вот так. Ты так будешь сидеть? Я не знаю, откуда берется влечение к мотоциклам. Трансформируется из езды на велосипеде, формируется из смеси гормонов, или это наследие от предков. Для меня эта страсть формировалась в процессе создания боббера Николая. Каждой изготовленной деталью, вставшей на мотоцикл, во мне крепла любовь к этому виду транспорта. Мне кажется, для многих байкерская культура формируется брутальными кадрами и образами, а я кристаллизировал свой образ в гараже вместе с Колиным помощником Степаном. Процесс изготовления был в 3 локациях, в 3 разных гаражах. В одном мы собирали, в другом шкурили и красили, а в 3-м доводили до ума. Электрику всякую, вот, у него купить, Ну, пообщаться вообще четко. Вот. Вчера покрашен. Сейчас мы движемся к нашему кузовному донору. Он находится в селе Бобровское Сысерского района. Вариант мне понравился тем, что человек готов дать аппарат взамен на стройматериалы. У нас этого добра хватает. При эксплуатации мы поняли, что на Урале, в регионе Урале, без крыльев ездить невозможно, а родные амортизаторы не работают на растяжение. Поэтому и появились и крылья, и пружины от Yamaha R6. Поршень, Урал, кованый, плюс кольца АИ-90. Остальное мы бесконечно искали по магазинам, доскам объявлениям или изготавливали сами. Например, руль нашелся в асбесте, а бак подошел от ижа. Газу давай, газу! Дядя, что такое за мотоцикл у тебя, а? Дай побибикать! Go fuck out my motorcycle! Это был интересный опыт, но строительство проекта мотоцикла вокруг ненадежного двигателя было ошибкой. Я оборотов из-за него не слышал. Я не знаю, как переключаться. Поэтому мы немного покатались на этом аппарате. Николай был молод, а я еще юн. И мы знали, что это не приобретение всей жизни, и у нас будут еще и проекты, и мотоциклы. Так и живем. Мастеров дизастер. Воспоминания и рефлексия – важные части осмысленной жизни. Трава становится сеном, а потом утеплителем для дома или гнезда. На протяжении всей нашей жизни люди должны меняться, взрослеть и умнеть. Спасибо, что досмотрели это видео. Если вам нравится следить за нашей жизнью и творчеством, подписывайтесь на наш канал. В следующем выпуске мы расскажем, как сходить в трекинг и подобрать правильное оборудование и вернуться обратно счастливым. Следующий выпуск через неделю. Всего доброго, до свидания.